Такой вот красивый пирог получился. Родных вообще за уши не оттащишь. Здесь начинка сулугуни, картофель, шпинат. Очень вкусно. Тесто волшебное, прям тает во рту. Очень советую. Такой фантастический пирог получился. Тесто мягкое-мягкое вообще. Просто тающее во рту. Начинки много здесь. Фиста здесь. Очень мягкий пирог. Очень красивый. Вот. Очень красивый. Муку, само собой, надо просеять. Раза 2-3 обязательно, чтобы тесто было легкое, наполненное кислородом. Мука, сделать его именно таким. Для опары в теплой воде разведите дрожжи живые 9 грамм. Высыпьте сюда чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Все хорошо размешайте и оставьте при комнатной температуре минут на 20. Ну или до той степени, там, в зависимости от температуры в комнате, чтобы у вас превратили дрожжи в сметану. То есть не нужно дожидаться никакого гриба сверху, чтобы они сильно у вас перебродили. Просто до консистенции сметаны, все, не больше. Масло нужно размягчить в микроволновке коротким импульсом до состояния мягкого масла. Вот такое вот мы будем добавлять потом в опару. Соль добавите в муку, когда уже будете замешивать тесто. Для начинки отварите 2 картошки и натрите их потом на терке. Дайте остыть. К нему натрите сыр. Шпинат тоже порежьте, но не очень мелко. Так, дрожжи у нас подошли. Вот они, видите, получилась уже сметана. Все, выливаем их сюда. Масло почти растаяло в теплом молоке. Добавляем его сюда же. Все хорошенечко мешаем, чтобы масло полностью растворилось. Берем муку, высыпаем разрыхлитель, высыпаем соль и все это дело туда просеиваем. Быстро замешиваем тесто. Все, оставшуюся муку точно так же. Тесто у нас вязкое, липкое. Такое должно быть. Муку до нужной консистенции мы подмешаем потом уже после расстойки. Добавляем пол столовой ложки масла. Все, досыпаем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Тесто получилось очень мягким, вязким и липким. Липнет к рукам, так и должно быть. Оберните его 2 раза пищевой пленкой и поставьте на расстойку на 1 час. Вот после первой расстойки смотрим. Поверхность бугристая, все очень хорошо. Тесто тянется отлично уже даже сейчас. Его нужно просто слегка обмять вокруг и поставить еще на 1 час. После того, как тесто 2-й раз поднялось, просто снимите аккуратно лопаточкой его со стенок. Сейчас будем лепить пирог. Пока мы делаем начинку, тесто у нас еще постоит минуточек 10, отдохнуть после того, как мы его обмяли. Значит, для начинки смешайте шпинат, 2 столовые ложки сметаны, 1 яичко, картофель и сыр. Все, хорошенько перемешайте, это и будет наша начинка. Добавьте, не забудьте, еще туда кусочек масла, грамм 20 сливочного. Я для выпечки всегда использую силиконовый коврик, потому что на нем не нужно переворачивать наше изделие, так как мы его раскатываем достаточно тонко, и на нем ничего абсолютно не прилипает. Присыпьте слегка мукой и аккуратно выньте наше тесто. Вот, тесто очень податливое, подвижное. Разделите тесто на 2 части. У вас одна часть должна быть чуть-чуть побольше. Это нижняя часть, само собой, на которой будет лежать начинка. Тесто удобно резать не ножом, а кулинарным шпателем. После разделения на 2 части раскатайте эти части скалкой, положите начинку, защипайте вокруг, обмажьте яичком и поставьте выпекаться на 180 градусов на 30 минут. Самое главное, не забудьте, после того, как положите начинку и защипаете пирог, дать ему подняться перед самой выпечкой, еще где-то полчасика.
Когда пирожок защипаете, сверху сделаете надрезы в хаотичном порядке. Это дырочки позволят выходить пару. Перед тем, как ставить пирог в духовку, нам же надо, чтобы он поднялся. Я делаю так, накрываю его от тортницы крышкой, а вниз ставлю тепленькую грелочку. Так он поднимается быстрее. Вот такая вот конструкция у меня получается. Все. Теперь где-то минут 30 нужно подождать, чтобы он обязательно поднялся. Так тесто будет воздушнее, пышнее, вкуснее. Вот так выглядит пирог, уже поднявшийся. Я смазала яичком. Все, сейчас в духовку.